Казалось бы, вполне обычная 2 копейки СССР, но если вы найдете такую монету 2 копейки 1942 года, вы сможете не работать всю жизнь. Да-да, цена ее будет не то что сотни тысяч, а миллионы рублей. Фантастически редкая, дорогая монета. Сегодня, в сегодняшнем видео, самая таинственная и самая редкая, пожалуй, монета Советского Союза. Вокруг монеты 2 копейки 1942 года появилась масса домыслов, мифов, подделок и сумасшедше красивых историй. В годы Великой Отечественной войны производство разменных монет столкнулось с серьезными трудностями. Ленинградский монетный двор был эвакуирован в Краснокамск, а дефицит цветного металла заставил советское государство перераспределить сырье на более важные для фронта нужды. Казалось бы, двухкопеечной монеты 1942 года вообще не должно существовать. Но именно здесь и начинается самая загадочная часть нумизматической истории. Согласно документам, на которые ссылаются исследователи, в 1942 году двухкопеечных монет якобы было изготовлено на общую сумму 9 рублей. При номинале 2 копейки легко вычислить, что было изготовлено всего 450 экземпляров. 450 монет на всю огромную страну, которая ведет очень тяжелую войну. Так куда же исчезли эти монеты? Существует несколько версий. По одной из них речь могла идти не о полноценном массовом выпуске, а о испытательной чеканке. Для таких работ могли использоваться старые штемпеля, поэтому монеты могли выглядеть как обычные двухкопеечники предыдущего года с датой 1941. То есть в архивах Ленинградского монетного двора действительно может быть документ, который свидетельствует о выпуске 450 монет номиналом 2 копейки, но выпущены они были старым штемпелем с датой 1941. Это одна из версий, но есть и другие. Известный советский коллекционер Щелоков, который тот самый автор знаменитой книги «Монеты СССР», по которой и сейчас определяют разновидности штемпелей монет СССР, утверждал, что в период военного времени эти самые 2 копейки могли использоваться не как деньги, а как части самодельных зажигалок, которыми пользовались солдаты. То есть они, по версии Щелокова, должны были выжигать искру и таким образом стали частями окопных зажигалок. Я же приведу сейчас для вас фотографию этих самых окопных зажигалок, и вы поймете, о чем идет речь. Но я эту версию к большому уважению к этому коллекционеру, известному среди собирателей советских монет, разбиваю в пух и прах. По той одной причине, что невозможно латунной монетой выжечь искру в зажигалке. Латунь не имеет этих физических свойств, и в этих зажигалках использовались в виде колесика, выжигающего искру, железные, с другого металла, железные они были. И некоторые зажигалки у меня есть в коллекции, и как раз эта часть часто отсутствует, так как железо выгнивает полностью или настолько корродировано, что попросту не сохраняется. Поэтому версия в том, что эти монеты шли на зажигалки, вовсе несостоятельная. Но если 450 монет действительно существовали, почему ни одна из них до сих пор не появилась в руках экспертов? Почему этой монеты нет даже в коллекции Эрмитажа? Сейчас на аукционах очень много есть подделок, сувениров, копий и прочего фальсификата. Китай превратился просто-таки в фабрику фальшивомонетчества и изготовить может любую монету с любым годом, с любым весом и с любого металла. Даже в советское время существовали монеты 2 копейки 1942 года.
но и они не были признаны подлинниками. Часто советские умельцы брали монету 2 копейки 43 года или 2 копейки 52 года и умело перегравировывали в 2 копейки 1942 года. То есть получалась настоящая монета с годом 2 копейки 1942, но немножко не настоящая, так как это был перегравировка. Точно такая же перегравировка, как весь канал обсуждает 7 копеек 1977 года, которая умело перегравирована с 5 копеек. Если же когда-нибудь такая монета действительно найдется, и специалисты подтвердят ее подлинность, ситуация изменится кардинально. Я думаю, что найдутся коллекционеры, которые заплатят за нее сумасшедшие деньги. И этот рекорд в стоимости вообще советских монет будет 100% побит, так как эта монета будет редчайшая, и если константиновских рублей, о которых так много говорилось раньше, или сестрорецких рублей весом в килограмм, их известно не то что штуки, некоторых больше 10 экземпляров, то это будет единственное. Так что если вам повезет, вы можете стать первым. Но покуда все известные продажи таких монет на аукционах — это фальсификат. Маленькая монетка 1942 года до сих пор неуловима. Стоит признать, что и монету, которую вы сейчас видите на своих экранах, это не что иное, как также талантливая перерезка с другого года. Я думаю, что опытные коллекционеры уже увидели, что написание цифры 2 несколько отличается от написания цифр 1940. А как думаете вы, существует ли такая монета в реальности? Действительно был ли изготовлен штемпель в период войны именно для 2 копеек 1942 года? Как по мне, такая монета действительно может существовать. Ведь если монет 1 копейка, 3 копейки и 5 копеек точно в 1942 году не чеканили, то, например, монеты 20 копеек в 1942 году отчеканили в достаточно большом количестве. И цена сейчас этой монеты весьма незначительна. Ее можно купить в пределах там, 3-10 долларов в зависимости от состояния этой монеты. Также выпускались и два других номинала — 10 копеек и 15 копеек. Ну, правда, они довольно-таки редкие и стоят денег, но они есть. Какой шанс отыскать такую монету в 21 веке? Станет ли это когда-нибудь, ну, если не мировой, то европейской нумизматической сенсацией? Напишите в комментариях, что думаете по этому поводу именно вы. Спасибо всем, кто досмотрел видео до конца. До новых встреч!